Всем привет, с вами Игорь, это канал Black Horse Play, мы продолжаем играть Викинг Райз, а точнее продолжаем гайд по фиолетовым героям, это вторая часть. В ней мы будем разбирать таких героев, как Вудер, Лендольф, ну и разберем Дурин. Дурин появляется на первом КВК, его можно получить за рейтинг, сейчас покажу где. Так, где этот рейтинг? Вот, достижения. И его можно получить. Вот они, вот 10 осколков. По мере прохождения, так сказать, личных достижений, которые проходятся на КВК. Там убить всяких лидеров и так далее. Это сборщик, на удивление. У него, конечно, хорошие таланты, точнее умения. И можно было его поставить куда-нибудь на танка, но все же это сборщик, а сборщики хуже, чем другие войска и другие герои. Умения у него все на сборщика, это сбор камня и сбор золота. Здесь тоже камень и золото. Здесь увеличивает скорость передвижения и загрузку, но последнее как раз таки отличается от всех остальных. Последнее умение... Последний талант уменьшает расход золота при проведении исследований в Академии. Что это значит? Есть такие умения, в том числе. Есть вот Дурин. Допустим, вы получили Дурина, да? И есть такие умения, которые, может быть, у вас есть. Может, их и нету. Они называются... Так, где вы? Где это? Так, вот метод календарии, потребление дерева, стратегия чертежа, потребление золота, дизайн города. Это как раз сокращает время строительства в вашем городе на 10%, за исключением деревень. Так, дизайн деревни, то есть увеличивает скорость строительства дерева. И Академия это сокращает время исследования в Академии на 10 минут. Дурина можно использовать именно таким образом. Получить его, прокачать на максимум, но с одного КВК это вряд ли получится. Только если качать за универсальные. И если есть умение ставить умения, вот эти, которые я назвал, лучше, конечно, на строительство и на исследование, и ставить героя сюда, в стену, как защитника, тогда его все эти бафы ускорения там строительства, ускорения исследования, а также его личный баф таланты, который уменьшает потребление золота при исследовании, то есть вот здесь будет меньше, будет работать. А так это сборщик. Так, ну и переходим к Лендольфу. Лендольф можно получить при прохождении события. Событие называется... Где оно? Может, оно здесь и есть. Так, да. Событие называется в укрытии. Как только это событие начинается, с каждого нифлунга, которая бьется на карте, будут падать сундучки. Они будут приходить на почту, вы будете их забирать. Они будут с почты падать вам сюда, в сумку. Вы будете их открывать, вам будут попадаться ускорения, там еще что-то. А самое главное, вот такие колокольчики. Железный колокольчик и фиолетовый колокольчик. Соответственно, вы его нажимаете, появляется что-то наподобие лидера нифлунгов, на которого нужно делать сбор. Делайте сбор, получаете... Каждый в сборе получает там какие-то плюшки, видимо, ускорения, там сундучки ресурсов. И могут выпасть такие осколки Лендольфа. Фиолетовые, конечно же, больше шанс на осколки Лендольфа, но и сильнее сами, так сказать, лидеры нифлунгов. И с этих как раз таки будут падать осколки Лендольфа, которые можно прокачать. Лендольф, как сам по себе персонаж, бесполезный. Как бы первое его... Умение — это ценный опыт, оно будет увеличивать
опыт, получаемый развернутыми войсками на 26%, когда они побеждают нефлунгов и других нейтральных войск. То есть, если ходите на черепах, то можно кого-то с ним поставить, и будет повышенный опыт. Но я не понимаю тех, кто за это прям... Есть люди, которые прям думают, что это прям вот классно. Хотя им объясняешь, что это говно, но они стоят на своем. Допустим, у вас есть герои, да? Вот можно вывести 3 марша. 2 марша вы вывели каких-то героев. И 3-й марш есть 2 героя, которые можно прокачать. Но вы, допустим, поставили не Лейдольфа, чтобы он прокачал какое-то героя. То есть он будет увеличивать получаемый опыт на 26%, то есть будет вместо 10 тысяч там плюс 26% на героя нужного. И на Лейдольфа там 126%, то есть бесполезного. В итоге получается то, что если бы ты поставил, допустим, 2 героя, которые нужно прокачиваться, ну, не считая там без Лейдольфа, допустим, 2 других золотых героя, они получат по 100% опыта каждый. А если с Лейдольфом, то это получит только 1 плюс 126% опыта. Ну и 126, конечно же, Лейдольф, который, ну, зачем ему? Если я имею в виду, это для тех игроков, которые пытаются с помощью него прокачать каких-то там героев отдельно. Хотя можно было просто 2 героя вывести других и прокачивать с большей пользой. Второе его умение увеличивает атаку развернутых войск. Это понятно. Так, третье умение увеличивает урон развернутых войск против нефлунгов и других нейтральных войск. То есть против логов, против лидеров, против нефлунгов и всего-всего такого, что не относится к живым игрокам. Так, увеличение защиты, увеличение здоровья, это понятно. И последнее, увеличивает урон развернутых войск против нефлунгов и других нейтральных войск. Также оно будет, как и третье, увеличивать урон против развернутых войск. Герой бесполезный в бою против людей. Допустим, на КВК он уже бесполезен. До КВК и до того, как захватили центральный храм в королевстве, сейчас покажу, а может и не покажу. Ну, вот, в 3-й зоне центральный самый главный храм, когда захватят, Лейдольф становится неактуальным. Может, даже на КВК он будет еще какое-то время актуальным, но не более того. Я не советую для тех, кто не донатит и кто мало донатит, тратить и качать его на умения на 10. Они, в общем-то, танковые. Первое умение наносит 1 единицу прямого урона 450, что мало. Не более чем 3 целям в круговом радиусе. Зачем это, не понимаю, потому что он специализируется больше на нефлунгов, а там не будет 3 цели, там будет 1 цель. И один раз исцеляет легкораненых солдат в отряде. Исцеление тоже маленькое. После пробуждения будет наносить 600 единиц урона, в принципе, как и Айвор 4 целям в круговом радиусе. Если даже его использовать против игроков, то он больше подходит на роль танка, потому что его должны бить, чем больше убьет 4 цели, то он нанесет в круговом радиусе этим 4 целям урон и исцеляет на 300. Второе его умение, оно пассивное тоже. Когда развернутые войска получают урон от базовых атак, то есть при контратаке. Существует 25% шанс увеличить защиту. Увеличение защиты будет существенное, да, на 2 секунды. На этом все. Как я рекомендую его использовать? Я не рекомендую его как бы совсем отметать, но не прокачивать первое умение так точно. Допустим, вы появились на карте, у вас есть Айвор, которого надо будет в первую очередь качать, есть Сесиль там, допустим, которого там будет сложнее качать 2 фиолетовых героя. Туда можно прокачивать Лейдольфа, допустим, с его сундучков
набивать ему звезды, что откроет в первую очередь ему увеличение атаки, защиты и здоровья, что не будет у других игроков. То есть это будет буст по увеличению атаки. Он первее прокачается до 6 звезд, как и, я думаю, наравне с Айвором. А так бы выходили с Айвором и, допустим, Сесиль, у которой 1 звезда, которая, в принципе, ничего особо не будет давать. Тем более, что вы будете сосредоточены по умениям на прокачку умений Айвора первых 2, так что Сесиль бы ходила у вас также с единичками. Так что какая разница, вы могли бы ходить и с Лейдольфом, но получать больше как бы от этого выгоды. Плюс к этому он бы до КВК, до захвата храма, он полезен тем, что никаких особо войн нету. В основном люди бьют нефлунгов, бьют зверей, бьют с кузни зверей, бьют логово захватывают, храмы захватывают и так далее, тому подобное. Где как раз таки Лейдольф хорош. Так что ваше право качать его или нет. Можно им походить чисто на 6 звезд нулевым, без прокачки его навыков, пока не захватятся там все логово и так далее. А потом перейти на других героев прокачивать. Так, итак, дальше. Следующий герой Вудер. Вудер отличный герой. Это герой пикинер. Кстати, насчет Лейдольфа. Это капитан. То есть в чем его еще плюс к этому прелесть. То есть он в начале игры будет солянка, не будет определенного типа войск. И он будет давать всем войскам атаку, защиту и здоровье. Так же как и Айвор. Что будет тоже плюсом. Вудер пикинер, он будет давать атаку, защиту, там здоровье только пиком. Его обязательно стоит прокачивать для танкового отряда. Давай разберем его умение. Первое его умение до пробуждения на 10 будет наносить не более чем 300 единиц урона, не более чем 3 целям по дуге. Вряд ли попадут по дуге 3 цели, 2. Ну, это прям вот... В таком случае 3 это, наверное, счастье, это прям удача, птица счастья прилетела. А также дает тебе, не атакующему щит, то есть вражескому, а твоему отряду щит 500 длительностью 3 секунды. После пробуждения уже будет наносить 3 целям по дуге 450 единиц урона, что тоже маленький урон, но дает щит на 700 на 3 секунды. Щит это защита. Причем щит неплохой, 700 это очень неплохо. Его обычно можно ставить с кем? Это самое лучшее, это с Лэрдом. Потому что оно будет вместе комбиться их щиты. У него тоже щит во вторым его умением будет происходить. Чем больше щитов, тем можно будет такие умения ставить, как отражатель щита, который работает от щита, вот такой вот. Атакующий щитом можно будет поставить, тоже оно будет, когда развернутый отряд находится под щитом. Ну и все на контратаку, потому что Лэрд заточен на контратаку, и Вудер в том числе заточен на контратаку. Каждый раз, когда цель, вот второе его умение, каждый раз, когда цель получает урон от активного умения, то есть когда его активным умением бьют, урон от контратаки увеличивается на, здесь будет 100% на 2 секунды. Отражатель щита еще будет давать 100%. Лэрд будет свое тоже давать контратаки. Поддержку щита обязательно в пачку Лэрд Вудер ставить. Это еще плюс щит. Это еще плюс будут работать такие умения, как отражатель щита и атакующий щитом. Также можно будет другие умения поставить, которые на контратаку, как я уже и говорил. По умениям я буду рассказывать в другом видео. По талантам. Первый талант Вудера. Он увеличивает щит развернутых войск на 15%. То есть щиты, все, которые будут активироваться на развернутом войске, будут увеличены на 15%. То есть и щит Лэрда, и щит Вудера, и поддержка щита в том числе. Так, второе.
4 и 5 умение это базовое, оно будет увеличивать атаку развернутых войск, защиту и здоровье, именно пикинеров. Перейдем к 3 таланту. Когда ваши развернутые войска наносят контратаки, то есть при контратаке, существует 20% шанс нанести дополнительный урон. Урон будет маленький, но тем не менее, и чем больше вас бьют, тем больше контратаки будет. То есть это чисто герой на танковую пачку, на контратаку. Он также может пойти в паре с Иветой, но, конечно, Ивета, если она донатная, ее лучше, если ей играть, то только выкупая ее полностью на 6 звезд, это более 15 тысяч рублей. А тогда, я думаю, вам не нужен будет Вудер, вам лучше покупать потом Лерда, потому что, как я понимаю, денег вы можете выделить на полную Ивету, значит и на Лерда в том числе. Но, конечно, Лерд плюс Вудер это будет получше, чем Лерд и Ивета. Они больше синергичны друг с другом. Как бы Лерд и Ивета, они синергичны только по контратаке, но одна лечит, второй там увеличивает урон от контратаки и дает читы. То есть они друг с другом мало чем, так сказать, помогают. Каждый делает что-то свое. А в паре Лерд плюс Вудер они будут оба давать контратаку и оба давать щиты, что будет намного лучше в плане и с умениями, и с синергией самих героев. До обновления проверял, кстати, полностью фуловый Лерд плюс Ивета и полностью фуловый Лерд плюс Вудер со своими, конечно, умениями топовыми. Это было, я повторюсь, до обновления. Сейчас всех героев переделали, и сейчас таких тестов я не проводил. Но тогда Лерд плюс Вудер были лучше, чем Ивета и Лерд. В плане того, что они получали меньше потерь, то есть у них была лучше защита, то есть жили они дольше, а значит и нанесут урона больше. И последний талант, когда развернутые войска получают урон от активных навыков, то есть когда вы получаете урон от активных навыков, как и его второе умение, шанс 50% нанести прямой урон. А здесь урон вроде бы будет 1000. То есть неплохой урон при активном умении с шансом 50%. Этот талант контратака, как и третий контратака, здесь пассивный. Вот такие вот герои фиолетовые мы разобрали на этом видео. Подписывайтесь на канал. Всем до встречи в новых видео. Всем пока.